Он набрал вообще кондиции? Не совсем. Хэллоуин. А, Хэллоуин. Это вот это, да? Да. Ну этот уже сладенький. Этот сладенький. Ну, красивый, интересный. Дима, надо было не давать мне огни Днепра, я уже ничего не чувствую. У меня проблем не бывает. Да ладно. У всех они бывают? Нет. Ну вот уже одна проблема. Эта проблема уже из года в Сейчас год. еще насчитаем парочку. Бесцеремонно. Он меня забрызгал. Он взорвался. Привет, друзья мои. Мы опять в Самохваловичах на выставке 2023 года. Давайте пробежимся, какими новинками или не новинками нас побалуют. Вообще в этом году лето удалось и урожай есть. Давайте смотреть. Почему списанка Олега Михайловича? Отпустит Наташку. Тут сахар не нашел. Это получается он ультра ранний. Борис, его уже давно съели. Ну что, сходу мы на Сашу Дубовского напоролись. Ты как будто местный тут уже, да? Уже второй раз подряд, поэтому да, уже. Расскажи, что привез, Санек. А что привез? В принципе, все тут видно, все перед глазами. Ну, какие-то новиночки повесил на передний план. Это Кишмиш Ламборджини, это Хилтон. Казанова, Хилтон. Ну, Ага. Казанова уже все под вопросом. Хилтон будем работать, потому что это прививка. Ягода интересна. У меня дома еще остались еще грозди, да. Ягода еще длиннее. Рекомендую Глория Бурдака. Очень ранняя, очень вкусная. И смотри, снова это плюс селекции Котова. Вкуснейшая ягода. Очень ранний срок А что во созревания. вкусе у него? Ой, там богатый вкус такой, знаешь, богатая гармония. Ну, что-то сортовое, да? Ну, вкус есть, непростой. Если там попробовать. Ну, сладенький, приятный. Гармония чувствуется. Хорошая, богатая гармония. Ну, может, Виктор, приветствую. забор. 2 часа. А где косточка? Должна быть. Есть, Ну, есть, одна есть, есть. Есть Одна косточка. уже косточка, да, зрелая. Так, я тут посорю. Нет, А что за ирис? Ирис? ирис. Вот видите, Я когда такого без- даже не слышал. А что за он, Саня? Ирис это прививка прошлого года. Ой, чья форма, сейчас сказать не помню, но что-то она мне сильно не зашла, хотя созревает очень рано. Ну, плотненькая такая. Да. Но это столовая, на технарь не особо Не-не-не, похоже. Ну, нет, мелковатая, нет. да? Ну нет, ну просто очень хорошее пыление, потом гроздь плотная. Я думаю, если поработать с ножницами, будет достаточно крупная ягода. Ну, это для любителей. В общем, не стоит с ней заморачиваться, да? Да, из нового интересно, и очень такая, это минор селекции голуба, посмотри, цвет. Попробовать. Заняты. Вот, минор. И еще что, вот басанти. Это у меня прививка прошлого года, висит уже месяц, гроздь рыхлая. Отлично, никаких проблем нет. Дай цитронного покушать. Ну, цитронной улицей, ты знаешь, спрятал специально от солнышка, чтобы ягода не приобрела свой загар и не добрала. Кислота все равно присутствует. У Кстати, меня он сигналки не дал. Точнее, подморозил их. то, что я когда-то давался череночек. Мускат изюмский. Вот он такой. Это у него стандартная гроздь? Нет, это прививка прошлого года. Заметь, уже вызревание лозы Ага. на уровне, поэтому я думаю, будет интересно. Мускат изюмский, у него что-то такое, то ли клубника, то ли что. Да там много всего. Там наверное. какой-то... Он, кстати, на клубничный чем-то похож. Вкус немножко. Он и часть от клубничного, часть от Юпитера, от всего по чуть-чуть. Дмитрий Ляшкевич собственной персоны. Что-то так посмотрел по-скромненькому у него. Оказывается, я просто поздновато приехал и уже все подъели. Ох, не знаю, насколько будет видно. Розовый лотос. Слушай, красивый. Прикинь ладошку свою, насколько она там. О, Не, он еще. вот это красота. Алвика. Слушай, ты их специально разгонял или все-таки это более-менее такие? Ну, это теплица у тебя, правильно? Это нормально. Есть побольше алвика. Если побольше, да? Да, просто я такую созревшую выбирал. Дим, скажи, что в этом году тебя так, скажем, понятно, что порадовало много чего, потому что лето хорошее было, а вот так прям вот запомнилось. Ну, если бы ты попробовал, вот давай, начинай. Но тут немножко сода может. Это Вот что? это уже перевисел огни Днепра. Совершенно уже перевисел. Я помню его. Угу. Вот, потом Сладкий, вот хороший. Ривьера. Ой, не, этот. Мускат изюмский возьми, наш попробуй. А, я у Саши пробовал. У Саши пробовал, наш, наверное, немножко более зрелый. После огней Днепра
Этот уже я сахар не чувствую. Это слаще, да. Это все будет уже кисляться. Ага. Надо было по нарастающей мне давать. Ну смотри, какая ривьера днепровская. Капец. Ага. Красивый цвет такой необычный, кстати. Да. Что-то много Дай-ка кого я обойду потрещало. стенд. Вот, подошли поближе. Аида. А что за Аида, не знаю. такой. Классная оказалась форма. Классная. Она получится очень ранняя. И, ну это пока еще такой мелкий, знаешь, кустик. Сколько лет этому мелкому кустику? Это 3-й год ему, и он... Ну, неплохо для немножко- 3-го года. И Ага. немножко он перегружен, понимаешь? Как, в принципе, и огни Днепра были перегружены, но Дима, надо было не давать мне огни Днепра, я уже ничего не чувствую. все уже ничего Ага. не знаю, короче. Ну, в принципе, так, знаешь, по Эмиру посмотреть, классный Эмир. Сюзанна классная совершенно вообще тут. Да все, в принципе, так, знаешь. Слушай, ну это какие-то все новинки, я что-то как-то даже не на слуху они все. Сюзанна и Мира, я таких даже не знаю. Ну, это калугинские, ну, не такие Ну, это- новинки. Ну для Беларуси, в принципе, ну, наверное, будет... И не такие Всё, уже наверное. не новинки. О, И Прима. массаж классный, Ничего Прима себе у тебя Украины Прима. класс вообще. У меня в этом году горошек выдала. Мы уже распродали. Это мелкие грозди, мы распродали Приму. Такая Вкус, она вообще вкус как обычно, да? О, сейчас я. На-ка. Ну после нее тоже уже Зарубай. можно потом После ничего не неё, кушать, да? Можно уже ничего не кушать, это точно. Это Вкуснятина. Да, вот это вещь. Мясо мясом. Не, еще кое-что ты... Подожди. Ну она тоже немножко носики подтрясла. Что это сиреневый? Сиреневый. За который надо бороться. А, кстати, вон, вижу треск. Есть, да. Да. Много треснутой ягоды. Есть треснутая. Надо что-то еще... Ну, размерчик такой. Надо с ней что-то еще попробовать сделать. Ой, очень хрустящая, очень Она вкусная. классная вообще. И сочная, и хрустящая одновременно, понимаешь? Цвет приятный. А что с треском? Что Жалко, опять не так? не Опять знаю. покормил ничем? Нет. Ой, не тем. Не, что-то надо с ней подумать. Просто в Ютубе-то мы видим, понимаешь, что она нормальная. У людей есть совершенно не треснутая, и грозди там, что надо, и ягода, что надо. Что-то надо еще с ней поколдовать. Короче, ничем не косячил, вот само по себе, так и дождей же особо нету. Но она в парнике. Она в парнике, и в принципе Всё я равно не треск. косячил. Да, но все равно надо что-то... Короче, склонная к треску, надо Ты призадуматься. знаешь, еще у меня грация треснула. Хотя тоже я не скажу, чтобы где-то она проскакивала треснутая в Ютубе, понимаешь? И вот что-то надо... Ну, Короче, что-то- надо работать с ней. Чего-то не содержится в почве. Разные почвы и разное содержание каких-то элементов, которые на это влияют. Не сказать, что... Весна ужасная, а потом Весна лето все страшная, исправило. Вообще страшная, потери там дикие. А сейчас осы. Ну, осень самое страшное, а вот Засуха 2 морозы месяца. до минус 7 у многих, это было У что-то. меня 8 было градусов. У меня ж ты же у меня был вниз и вниз. Ты едешь вниз и вниз и вниз и приезжаешь в болото. Вот и Понятно. тебе, пожалуйста. Ну, в итоге все-таки доволен Ну, в сезоном. итоге как-то что-то вот мы... Лето исправило ситуацию, можно работать дальше. Ну, да. Ясно, Дим, хорошо, спасибо. И тебе. Ну что, вот это институтский у нас стенд. Давайте сейчас быстренько пробежимся, посмотрим, что институт у нас выложил. Как всегда, выбор богатый. Подскажите, в этом году в институте набрало все кондиции? Обычно как-то все-таки тяжковато в институте с созреванием Не, ягод в этом было. году хорошо все созрело. Лето исправило все. Да, А теплая жара. весна выбила вообще много, нет? Морозы наши весенние. Не приморозки, а морозы конкретные. Ну да, некоторые поморозили. А так теплицы и потом, которые отошли, и все. Нормально. Ясно. Ну, урожай есть, да? Да, это уже Жаловаться хорошо как бы грех. Да. Кишмиш Ванесса. В общем, это все технари. Леон Мио. Это Кристалл. кристалл, это Технари, да. технарь и столовый сорт тоже хороший. Универсальные сорта. А что есть из таких, из новинок дефицитных по... Ой, да не ко мне. В общем, институтская вот такая скатерть-самобранка, длиннющая. И много-много сортов. Конечно, я не буду останавливаться возле каждого, но, в общем, примерно картину вы видите. Красотка, смотрите, какая симпатичная. В этом году она не потрескалась ни у кого, потому что с дождями особо
не было засад, но красивая и вкусная. Людмила Изуфатова, как всегда, в своем репертуаре, со своим плакатиком. Скромно, аккуратно, но грозди очень нескромные. У нее выбор хороший всегда. Молодец. Все много, все вкусно. Что лучше всех в этом году проявило себя? Ой, Вот прямо вот даже огонь. трудно сказать. Огонь. Прям огонь. Вот на ум Огонь, первое, что пришло. Огонь первое, что Надежда Оксайская. Ну, она вкусненькая, но она ж может трещать, если... Не трещит. Не, ну в этом году дождей особо Да, не в было. этом году Зато она сосами у нас хорошо, все хорошо в этом году. Соус, да, очень много. Что еще? Мускат новошахтинский. Вишенька, как всегда, увешана гроздями. Вишенка, ой, она у Да. меня давным-давно померла. Я уже забыл, как она выглядит. Что еще? Лёлик мне нравится. О, красивый лёлик, Красивый кстати. лёлик. Ну, его вот Цвет очень так. такой вишневого Цвет, такого и цвета. это, и вкус, и он ранний. А что по вкусу? По-моему, мускат там должен быть. Есть Я мускат. слышал про него, но что-то как-то... Нет, что-то есть приятненькое. Ну, не вау, но приятный, нормально. Потом и красоматы, как всегда, последние годы тоже радуют. Грозди большие, урожай, то, что рано. Это открытый грунт или Открытый теплица? грунт. А детский сувенир это теплица. Он вкусный, Да, но только теплица. теплица в наших Но условиях. Там где-то я слышала, вы Аркадия говорили, что красивая. там мостик Аркадий. Ну вот еще такой необычный стенд, правда непонятно чей. Да, будет 20. Но ягоды, смотрите, насколько внушительные. Размер серьезный. Слава на колонне. Очень длинный ряд, почти как институтский. И что-то мне подсказывает, что это лакетуш. Видишь, надо еще знать. Я так думаю. Да, угадал, это лакетуш Елена. Ух ты, как хорошо продали, молодцы. Если не секрет, почем за килограммчик? 20-20. Ничего себе. И Очень хорошо, было. хорошо брали, да? Мне не надо. Хорошо, не буду. А что больше всего брали? Все сорта. Все подряд. Без разборок, да? А где-то она сама делает. Вон она стоит. Вот в этом году кто ездил к Карасю, очень хвалили его виноградник. У него просто огонь. Грозди шикарные. Смотрите, какие бомбочки. Все достойно. И, кстати, большой выбор. И вроде, насколько я помню, они не очень давно занимаются виноградом, но результат просто шикарный. Не скажу, что масштабная прям выставка, честно говоря, стендов не очень много, но что есть, то есть, и во всяком случае есть на что посмотреть. Как бы это все. Возможно, все-таки поздновато приехал. В том году, по-моему, все-таки людей как-то побольше было. Но в любом случае есть на что посмотреть, и смысл приехать, оценить это все и попробовать тоже есть. Владимир Ильич скромненько так сидит, все распродал явно, все разъели, объели. Ну тогда, тут желающих много, даже телевидение тоже. Как на севере в этом году дела обстоят? Виктор, ну что я хочу сказать, для меня проблем не бывает. Да ладно, у всех они бывают. Нет, у меня проблемы только, как обычно, с нехваткой тепла, солнечной. Ну вот, уже одна проблема. Эта проблема уже из года в Сейчас год. еще она- насчитаем парочку. Не, больше проблем нет. С заморозками мы отлично справились, ни одной пораженной, говорят, не было ничего. А заморозок ничего не побил в этом году? Абсолютно. Потому что у людей там Абсолютно. такие были морозы, что капец. Все выдержало. Сколько Проблем. было минус? Я думаю, градусов 5 было. Было, да? Да. Ну, укрытие, ты знаешь, мое, там двойной спанбонд и мембрана вполне справились. Спасло. Спасло. 60. Пару секретиков, 60. может, каких-то, чтобы где-то что-то не подмерзло. Один секрет. Не поднимайте, ребята, рано виноград. Не подвязывайте лозы раньше времени. Всему свое время. Когда были лозы подвязаны в этом году? Ну, скорее всего, где-то, наверное, к середине мая. Середина мая, да? Да, я в этом году вообще планирую, чтобы меньше головной боли было. Я, значит, прикуплю двойной этот самый спанбонта Дарнит Дарнит? 300. Мгм. 300. И вот я его на зиму так накрою, от соломы я буду уходить. Только с торцов у меня будет укрытие соломенное, ну, Чтобы дышало. да, чтобы дышало. А так будет у меня единственное только вот этот вот 300-й Дарнит. И сверху, конечно же, будет мембрана от намокания. Ну, это на зиму. На зиму. А от весенних заморозков? И весенние будут у меня, он находиться под этим До укрытием. победного конца? До победного конца. Это мое решение. А когда там все окончательное. стартанет, как потом это все подвязывать? Без проблем.
Мы подвязываем и 40 сантиметров побег. Но мне Главное аккуратно, чтобы было уложено Главное, изначально, не с торопиться. учетом того, что его придется немножко поднимать. Ну да, какая-то часть, конечно, обломается. Ну, пенсионерам, как говорят, торопиться некуда. Ну это да, вам с чувством, проще. с толком, с расстановкой. Я жду не дождусь, когда я пойду на пенсию, но мне еще далеко как-то. Так что это мое вот окончательное решение. Ну, даже с осами, ну осы, ты знаешь, что мешочки это идеально. Это стопроцентная защита. Вовремя их одеть, запастись и любые Ну да, вредители, мешочки это единственное сохранность гроздей, как ты видишь. Что больше всего порадовало в этом году? Вот прям, вот что первое на ум пришло? Ну, обычно радует меня моя классика. И, как говорят, я же сильно новинками не занимаюсь. Фасон? Да, сортами. Ну, есть там новинки, вот, интересно мне как. Ильич, вы предсказуемы. Зоренька, вот, кстати, сигнальная гроздочка, на меня очень порадовала. Зоренька. Надо дать попробовать. Порадовала. Это вот первое плодоношение. Ладно, я тогда Ну, так оторви. бесцеремонно. Да. К сожалению, тут то, что загадка Шарова. То, что я люблю. всевозможные Кисло-сладенький, такой приятненький. Фруктовый гармоник. аромат. Фруктовый такой нежный аромат. Что за Доминик? Доминик — это новая ж форма. Я же ее в прошлом году привозил. Это теплица. Пробуй. А для открытого он как? Я думаю, что ему тяжело Трещит? справиться немножечко покольцованности. Угу, есть немножко треск. Тоже фруктовый такой ненавязчивый аромат. Он меня забрызгал. Даже так Он взорвался. ненавязчивый. А так, ну, Валек, честно говоря, немножко не добрал еще, ну, можешь попробовать. Это с открытого грунта, кстати, Валек. Ну, Валек вкусняшка, да. Но она не совсем еще. Там что-то есть. Но грушевый мускат есть. Ну, уже чувствуете. А что с вызреванием лозы? Значит, старые друзья мои, конечно, беспроблемно, те же Магдальские, там, Алешенькины, загадки Шарова. Ну, эти понятно, да. Да. То, что касается других, ну что, на красотке более-менее. А Валек? Валек так себе, скажем так, 50 на 50. Ну, лучше, чем в том году процесс идет. Понятно, пока, что еще пока далеко. трудно сказать, Виктор. Но Там уже урожай, есть немножко вызревания. Пошло? намеки есть, Уже да. пошло. Такое вот розоватость А появляется. то бывает, что вообще и даже и намека. Не-не-не, там розоватость уже на побегах есть. Аркадия понял. немножко тупит. В плане вызревания? Ну, там урожай. У скажу, меня что висит. хорошо вызревает лоза. Вот Ну, как она стала взрослой, проблема эта Я исчезла. думаю, что там тебе и мороз ее помог отформировать. Я не видел урожай. А у меня там урожай килограмм 25 висит точно. Не, ну у меня не очень большой урожай, но он есть и Вот, стабильный. вот. Ну, я думаю, что я ее разгружу. Он стабильный. Да. Что урожай... я И думаю, лучше что не с частично ума не сходить, не перегружать. Она все равно тянет хорошо, но чтобы У не меня в ослабить. пристеночке, я думаю, она успеет дойти еще. Погода нормальная. Мгм. А так она радует. Красавица, как обычно, Аркадий. Ну средние грозди по сколько выдает? По Я килограмму? думаю, там в районе килограмма. Не Плюс-минус. А больше вообще там гиганты бывают какие-то? В открытом грунте, я, честно говоря, у меня, по-моему, рекорд был 1,5. Но это было в лучшем. Мгм. В последнее время, как бы я такого, в районе килограмма. Может там, ну, может чуть больше. Ну вот она мне нравится своей стабильностью. Да, Каждый год да. с урожаем как ни крути. Килограмм гроздь всегда выдаст. Это да. Это сорт такой, что от него отказываться просто не рекомендую никому. Ну да, конечно, место подобрать соответствующее. А, И ну. это вот притененность, ну, не каждый сорт. так. Ну не спилишь же все деревья, и дома не посносишь, чтобы... Хочется и фрукты Ну покушать. конечно, да. Вот Велес, опять же, видишь, обработанный. Теплица, Ну, да? Да, он еще немножко вот идет ягода, там оса. Там И где-то трещит, или я что. смотрю, тоже, да? Потрескивает, это не трещание. Он уже созревший давно. Факт тот, что ягодка приятная. Ну, не скрою, отгибелевидная один раз. Все, Ильич, спасибо. Не за Успехов. что. Не за что. Взаимно, Виктор. Так, поймали мы Елену, она все в бегах, стенд мы вас засняли, мы успели, кстати, так что все нормально, не переживайте, да. Тогда, чтобы сильно не отвлекать, вот этот год такой стрёмный, сложный, особенно весна. Все как всегда. А без трудностей не бывает. купила все лето. Теплое, хорошее лето, и все-таки урожай есть. В этом году очень низкий сахар вообще во всей ягоде. У нас страшные дожди. Заливали дожди. А, у вас дожди, у нас засуха вообще Ну, по мы Минской с области. Дмитрием Ляшкевичем перезванивались. У них в его зоне не было 1,5 месяца дождей. У нас каждую ночь потоп. У меня 2 недели. 2 месяца не было, я ходил поливал, я Но это не с замучился. весны, это вот сейчас, когда зрела ягода. У нас И сейчас у нас нет дождей. Сейчас не, а у нас каждую ночь Всё потоп. ясно. Вообще такое Короче, количество воды, что вымывается все. Хорошо, тогда так вот, что на ум пришло, что самое такое крутое в этом году? Вот
прям вообще вау. Не, ну в принципе все нормально. А самое? Красавчик писанки был вкусный в открытом грунте. Теплицы у меня сейчас я выбрала гибридные формы и сорта, которые показали наибольшую стабильность и урожайность. Ну, в принципе, Каталония, Румейка, Подарок не святая, Дарья, Ирен. Вот все, что осталось у меня на сегодняшний момент. Все хорошо. А что первое созрело вообще? Самое первое? Николь. Николь. Теплицы, да. Ага. В открытом грунте красавчик. И Царава Сагра. Ну хорошо, я смотрю, у вас просто все размели, уже объедки. Да. Это хорошо, значит виноград всем понравился, вкусный, значит он стоит того. Всего спасибо, всего удачи. Вернулись к стенду Карась Александр Леонидович. Это вы, да? У вас же еще сын, поэтому я не знаю, кто из вас кто. Сын, он всегда был, это я. Вы в Он этот в раз основном уже без него. всё, да. Ясно. У вас что-то сегодня ажиотаж прям подойти не мог. Ну, новинок маленько напрививал, поэтому тут они уже отплодоносили, поэтому люди пробовали. У вас много гостей в этом году, я знаю, было на участке. И Саша Дубовский приезжал, рассказывал, да, и там мои еще там знакомые по работе приезжали. Очень хвалили ваш участок. Вы же вроде бы не очень давно занимаетесь виноградом, но результат у вас стартанул такой. Ну, 4-й год у меня в основном виноградник. И сколько сейчас сортов у вас? Ну, больше, чем пол. Здесь, наверное, было 50 с лишним. О, как. Форма висела только, а еще лежала тут, ну, под 60, наверное, было. Это так резко стартанули, и у вас так прямо все пошло. Да. На прививках много очень. В этом году тут, наверное, десяток прививок. Сами прививали. А какая прививка? В штамп или черный? черный? Ага. И нормально все приживается, прививается. Ну, разогнать нужно. Нужно разогнать либо в теплице, либо разогнать на улице. Я делал маленькую, приставную с карбоната тепличку, как бы разгонял. Я потом прививал. Ну это же у вас в основном открытый грунт или? У меня, да, 90% не открыт. Хорошо, вот секрет успеха все-таки. Так быстро стартануть и с такими результатами. Мы покупали черенков, прививали этих саженцев. Ну, чтобы вот такой результат, что именно? У вас, я так понимаю, у вас там гряды, да? Да, у меня все сделано, как у Владимира Попченко. Я ничего не придумывал. Направление север-юг? Не совсем так немножко. Или по-разному? Наискось, там немножечко так. Угу. Ну, И результат, возможно, как раз из-за такой формировки? Из-за гряд. Из-за гряд. Я думаю, что просто насадил много земли, хорошие сделал траншеи. Как бы. Я сделал траншеи, потому что у меня земля очень плохая. У меня 10 сантиметров плодородного слоя, а там идет глина и песок. Ну, понятно. Поэтому у меня дорога шла через весь участок. У меня выхода никакого не было. Если бы я просто так, как садил под лопату, как говорят, то ничего бы у меня вообще не получилось. В общем, было бы желание, Да, все я сделал получается. канал и все сделал просто. А сын накупил мне много всяких новинок. Что порадовало вот так прямо вот аж В за этом душу году взяло? Вот, Самое такое. пробуйте. Что это? Пробуйте. Это Василек. Василек? Никем не известный. Ой, он уже перезревший, мускат. Он висит, да, он уже давно перезрел, он вкусный, да, на улице. Вот Ну вот по стенду преображение, смотрите какое. это нижняя Результатчик. крошечка была, попробуйте. А вот это потверже немножко будет. Это внизу, она там у нее немножко проблем. Другое. Угу. Это совсем другое, там кислое. Здесь Не, у хороший. него вкус шикарный, тут такой, да. У него единственная проблема, это первое подношение, вот усыхание грязненожки. Но ягода вызрела. Я думал сразу это гниль. Ну вот этим самое больше мне пока вот из новинок вот это. Ну очень вкусная прерия, очень вкусная. Прерия? Да. Не слышал даже такой. Такая мякоть интересная, такая белесая. Тоже из новинок. Ну прикольная, да. Все это открытый, да, грунт? Это прививки. Это прививки прошлого года. Это не корнесобственные. Это Василек только. Но в корнесоб- открытом грунте. Минор вот у Пристенко. А эти и прерия у Пристенко. Ну не теплица, я имею в виду. Нет, ну с разгоном. Там Ну, разгон, понятно. там стояла поликарбонатная такая дуга. А, все, я понял. До Это начала. по весне вы немножко Да, разгон и дали. зимовала она так. А сейчас уже снял и уже будет оставаться. А когда снимали, когда раскрываете вообще виноград по срокам? В конце апреля, нет. Каналы открываю сразу где-то в начале апреля, но я снимаю под спанбондом, они у меня все равно разгоняются. Я снимаю первое укрытие, у меня спанбонд и винилом накрыто. То есть винил я снимаю, они остаются под спанбондом. Потом они растут зеленые под спанбондом. Ну как получается это самое. И уже там у меня уже побеги
по 30-40 сантиметров, и я тогда их поднимаю. То есть я не переживаю за эти возвратные заморозки. Ну, трудоемко, конечно, да, тут это все надо поднять, чтобы не поломать. Но зато я не боялся этих возвратных заморозков. Потому что Вы уже все поснимали или у вас еще там что-то на кустах осталось? у меня много чего. У меня еще Много еще осталось, да? А что из поздних у вас сортов? Албика из поздних, спонсор, нет, да, спонсор из поздних. А спонсор давал уже урожай? И как? Вовремя? Ну, в том году не дозрела. Албика Тяжеловато. не дозрела, да. В том году вообще год такой себе был. Но в этом году должно набрать. Ну, должна. Много висит у меня очень много. И вот красобалок. Да все у меня еще и Аркадия, и Преображение еще только-только начинает. Ну, ясно. Короче, хватает, да? Не, у меня еще много. Спрос есть на ягоду? Хватает. Или так? Если ищешь, что-то находится. Пока я еще молодой, у меня особо клиентов нет. Все понятно. Ясно. Все, успехов. Спасибо. Я у вас заметил аватар. Есть и аватары, Хэллоуин есть. И где он у вас, в открытом? Нет, в теплице. У меня Теплица. небольшая тепличка, но там больше экспериментов. Он набрал вообще кондиции? Не совсем. Но, в общем, он все-таки не для нашего климата, правильно Для я понимаю? теплицы. Только для теплицы. Потому что я знаю Сашу Дубовского, по-моему, в прошлом или в позапрошлом он не набрал кондиции. Позапрошлом, наверное. Вот набрал. Не, еще кисло. Еще он кислый. Вот что набрал кондиции. Это прикольно, но для красоты. А это что? Хэллоуин. А, Хэллоуин? Это вот это, да? Да. Вот тоже розочка. Ну, этот уже сладенький. Этот сладенький. Ну, красивый, интересный. Такой, что... Бананас когда набирает кондиции? Ой, бананас ранний, он и на улице у меня, и в теплице, он уже перезрел, он уже как... Можно я попробую его? Конечно, можно. Смотрите. Он уже пустой, Я его ни разу не пробовал, кстати. он уже такой, как каша становится. Угу. Ну, такой, своеобразный. Он реально перезрел. Да, он становится как внутри, что он его назвал? Короче, Бананас. надо все снимать вовремя. Да. Бегло пробежались, взяли интервью. Я думаю, видео удалось. Поэтому пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Комментарии я всегда читаю. Всем удачи, пока.